Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. Так как я родом из Молдавии, в этом видео я решила поделиться с вами оригинальным рецептом молдавских плацент. Сегодня мы их приготовим не классическим способом, большие и круглые, а приготовим вот такие маленькие аккуратные треугольнички, которые я готовлю чаще всего. И получаются они хрустящие и румяные снаружи, а внутри с мягкой и нежной начинкой. И приготовим мы их сегодня с творогом, тыквой и картофелем. Так что пойдемте готовить их вместе. И сначала приготовим тесто. Беру 200 мл немного теплой воды и добавляю 2 щепотки соли. Я добавляю 1 яйцо, но их можно готовить и без яиц. Затем добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла и хорошенько перемешиваю. Муку я добавляю постепенно. Когда уже трудно перемешивать вилкой, я вымешиваю руками. Затем перекладываю тесто на стол и вымешиваю еще немного на столе. Не забивайте тесто мукой, оно не должно быть слишком твердым. И теперь делю тесто на 4 части. Теперь из каждого кусочка нужно сформировать круглые гладкие колобки. Вот таким образом. И теперь выкладываю их на поверхность, присыпанную мукой. И даем тесту отдохнуть минимум полчаса. И обязательно нужно накрыть пищевой пленкой, чтобы оно не обветривалось. Я еще накрываю и кухонным полотенцем. Пока тесто отдыхает, мы приготовим начинку. Беру 500 грамм рикотты. Я буду использовать рикотту, а вы можете использовать творог. И посолите по вкусу. Добавляю 1 яйцо и хорошенько перемешиваю. В творожную начинку многие еще добавляют зеленый лук и укроп, но это уже на ваш вкус. Я больше люблю без зелени. Творожная начинка готова, а теперь приготовим картофельную. Беру среднюю луковицу и нарезаю ее мелко. Затем в сковороду наливаю немного растительного масла и поджариваю лук на медленном огне, постоянно помешивая, чтобы он не пригорел. Когда лук слегка поджарился и стал прозрачным, выключаю и перехожу к картофелю. Беру 3 картофеля и нарезаю его мелко-мелко. Мне почему-то удобнее нарезать в руках, а вы нарезайте на досточке, как вам удобно. Кстати, еще можно сварить картофельное пюре и смешать с жареным луком, тоже вариант. Пюре даже можно приготовить заранее. Вот так мелко я нарезала весь картофель. А сейчас добавила его к луку, посолила, поперчила и подержу на огне 5-7 минут, только до испарения картофельного сока, чтобы он не потемнел. Не нужно доводить до готовности, он отлично пропечется в духовке. Картофель готов, оставляем остывать. Ну а мы займемся тыквой. Беру тыкву и натираю ее на самой крупной терке. И отправляю в дуршлаг, пусть с нее стекает лишняя жидкость. Ну а теперь припыляю стол мукой, беру колобок теста и начинаю раскатывать его в тонкий пласт.
Немного раскатываю, затем снова припыляю мукой и переворачиваю, и снова раскатываю. И так повторяем несколько раз, чтобы тесто не прилипало к столу. Нужно раскатать очень тонко, толщиной в 2-3 мм. Затем берем тесто и растягиваем края еще больше. После этого поднимаем тесто тыльной стороной рук. И на весу растягиваем его еще как можно тоньше. Тесто должно стать полупрозрачным. Смотрите, какое тоненькое уже. И возвращаем тесто на стол. Ничего страшного, если тесто порвется в некоторых местах. Видите, какое оно тоненькое? Даже рисунок гранита виден сквозь тесто. Теперь слегка поливаю его растительным маслом и распределяю немного руками. Теперь нарезаю на полосочки. Вот таким образом. Теперь на край каждой полосочки выкладываю начинку. Выложили, а теперь будем формировать вот такие треугольнички. Сначала краем теста покрываю начинку, как бы запечатывая ее. Затем вот таким образом формирую треугольник. Так как мы тесто смазывали растительным маслом, плаценты получатся слоеные. Видите, и получается вот такой маленький красивый треугольник. Снова растягиваю тесто, выкладываю на стол. И смазываю растительным маслом. Эти мы приготовим с творожной начинкой. Также начинку выкладываю на край полоски. И таким же образом заворачиваю. Готовые наши плаценты с творогом. Выкладываю их в форму для выпекания и поливаю слегка растительным маслом. И масло распределяю силиконовой кисточкой. И первую партию отправляю в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю с двух сторон до красивой румяной корочки. Пока эти плаценты запекаются, мы приготовим плаценты с тыквой.
Плацинды с тыквой у нас будут сладкие, мы будем добавлять сахар. Также выкладываем начинку с краю, добавляем ложечку сахара. Они как раз получаются в меру сладкие, очень вкусные. И добавляем кусочек сливочного масла. И заворачиваем таким же образом. Когда заворачиваете, даже растягивайте немного теста. Кстати, девчонки, я их выпекаю в духовке, но вы спокойно можете их жарить и на сковороде с двух сторон. Тоже получается очень вкусно. Просто в духовке это более полезный вариант. Вот и готово. Отправляем в духовку. На это количество ингредиентов мне пришлось еще замесить тесто на полстакана воды. Смотрите, как они запекаются. Я уже не могу дождаться. Для меня это вкус детства. И вот такие красивые, хрустящие и вкусные плацинты мы с вами сегодня приготовили. Как вы видели, готовятся они из самого простого пресного теста, а получается одно объедение. Тонкое тесто при выпечке превращается в хрупкую румяную корочку, а начинка остается сочной. И готовить их можно с любой начинкой. Можно приготовить и с капустой. Давайте я вам покажу и в разрезе. Сначала послушайте, как они хрустят. Вот смотрите, с творогом. Самые мои любимые это с творогом и с тыквой, а сын у меня очень любит с картофелем. Вот с тыквой, смотрите, сколько начинки, и какие они аппетитные. Сейчас сразу попробую. Это очень вкусно. А вот и с картофелем. Видите тоже, сколько начинки. Обязательно попробуйте приготовить. И в комментариях делитесь, если вам понравилось. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Это очень мотивирует снимать новые видео. Ну и до скорой встречи. Всем пока-пока.